Сократ, известный всем древнегреческий великий философ, мудрец, мыслитель, этик, который жил в Афинах примерно с 469 года до нашей эры до 399 года до нашей эры. Сократ родился в Афинах, в простой, но достаточно материально обеспеченной семье каменщика Софрониска и повитухи Финареты. Он рано освоил чтение и письмо, получил достойное образование. Известно, что помимо ремесла каменщика Сократ серьезно занимался музыкой, поэзией, а также практиковал физические, гимнастические упражнения. Сократ был необыкновенным, обладал огромным умом, являлся добродетельным и проницательным человеком. И как бы подтверждая это, жрица-прорицательница Дельфийского оракула в храме Аполлона в Дельфах, расположенного на склоне горы Парнас, передала слова богов и объявила в то время, что самым мудрым среди людей является Сократ. Многие известные благородные мужи Греции восхищались великой мудростью, незаурядным умом и благородством характера Сократа. Он поражал окружающих силой своей личности, обладал огромной харизмой и сильно выделялся среди остальных людей. Некоторые даже его боготворили. Сам же Сократ не считал себя мудрым. Хорошо известна его фраза «Я знаю, что ничего не знаю». Среди его учеников были такие известные личности, как Платон, Ксенофонт, Аристипп, Антисфен, Эсхин, Алкивиад, Критий. Сократ оставил потомкам свои знаменитые мудрые высказывания. Вот часть из них. Природа наделила нас двумя глазами, двумя ушами, но лишь одним языком, дабы мы смотрели и слушали больше, чем говорили. Бедный человек не тот, у которого нет ни гроша в кармане, а тот, у которого нет мечты. Всем известно, что за деньги можно купить туфли, но не счастье, еду, но не аппетит, постель, но не сон, лекарство, но не здоровье, слуг, но не друзей, развлечение, но не радость, учителей, но не ум. Высшая мудрость – различать добро и зло. Кто мудр, тот и добр. Невозможно жить лучше, чем проводя жизнь в стремлении стать совершеннее. Назначение философии не в умозрительных догадках и построениях картины мира, а в раскрытии того, как людям следует жить, чем руководствоваться, как оказывать воздействие на других и на самого себя. Повседневная жизнь человека – это искусство. Основное познание должно быть направлено на себя, на деятельность своей души по поиску истины и смысла жизни. Жизнь без испытаний – это не жизнь. Кто хочет, ищет способ, кто не хочет, ищет причину. Заговори, чтобы я тебя увидел. Я не афинянин, не грек, я гражданин мира. Берегись также, чтобы люди, заметив твое непочтение к родителям, не стали сообща презирать тебя, и чтобы тебе не остаться вовсе без друзей, потому что, как только они заметят твою неблагодарность к родителям, никто не может быть уверен, что, сделав тебе доброе дело, получит благодарность. Я ем, чтобы жить, а некоторые живут, чтобы есть. Голод – лучшая приправа к пище. Завоевывай себе друзей не пустой лестью, а искренними словами любви. Хорошо было бы, чтобы человек осмотрел себя, сколько он стоит для друзей, и чтобы старался быть как можно дороже. Хорошее начало не мелочь, хотя и начинается с мелочи. Подобает основанию дома и корабля быть крепким, но также и началу дела справедливым и верным быть. Если ты будешь любознательным,
то будешь многознающим. Секрет перемен заключается в том, чтобы сосредоточить всю свою энергию не на борьбе со старым, а на строительстве нового. Загляните в свои собственные души и найдите в них искру правды, которую боги поместили в каждое сердце, и из которой только вы сами сможете раздуть пламя. Все люди хотят, чтобы другие не мешали им жить, делали им добро, но всем остальным тоже это нужно, стало быть, надо, чтобы добро для вас не мешало бы добру остальных. Воспитание – дело трудное, и улучшение его условий – одна из священных обязанностей каждого человека, ибо нет ничего более важного, как образование самого себя и своих ближних. Молодым людям следует почаще смотреться в зеркало, красивым, чтобы не срамить своей красоты, безобразным, чтобы воспитанием скрасить безобразие. В одежде старайся быть изящным, но не щеголем, признак изящества – приличие, а признак щегольства – излишество. Какой человек, будучи рабом удовольствий, не извратит своего тела и души? Хороший советник лучше любого богатства. Лучше подвергаться несправедливости, чем самим совершать ее. Зависть – это язва души. Лживые слова не только коварны сами по себе, но также заражают душу злом. Злой человек вредит другим без всякой для себя выгоды. Однажды, даже получив пинок, Сократ и это стерпел, а когда кто-то подивился, он ответил: «Если бы меня легнул осел, разве стал бы я подавать на него в суд?»